Всем привет! Меня зовут Ксения, вы на моем канале Банни Тильда, и я продолжаю вязать летний наряд в морском стиле. Сегодня мы с вами свяжем вот такой воротничок. Вот так вот он выглядит. Здесь, как видите, ленточка. Вяжется он несложно и очень быстро. Вязала я его из детской новинки от Пихорка. Крючком номер 2,5. Ну и также понадобится ленточка. Ну а теперь давайте приступим и наберем для начала 60 воздушных петель. Итак, набрали 60 воздушных петель и приступаем к первому ряду. Начиная со второй петли от крючка, вяжем 24 столбика без накида. Провяжите 24 столбика без накида. После того, как провязали 24 столбика без накида, в следующую петлю вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. То есть мы сделали прибавку. Это будет петля реглана. Далее вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В следующую петлю вяжем также 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. И довязываем этот ряд до конца. Здесь у вас должно получиться 25 столбиков без накида. Здесь 25 столбик без накида — это воздушная петля подъема. Довяжите этот ряд до конца. Довязали первый ряд. Вяжем воздушную петлю подъема и будем делать убавку. Мы начинать будем вязать не во второй, как обычно, столбик, а в третий. То есть этот столбик нам нужно пропустить. Вот первый, второй и вот третий. Вяжем в него. Вот так. Далее это будет первый столбик, второй. И так нам нужно провязать в общей сложности 25 столбиков без накида. То есть дойти до петель прибавок. Давайте довяжем до вот этих 3 петель прибавок. Я довязала до 3 столбиков без накида. Первый столбик будет 25, это с этой части. Во второй вяжем прибавку 3 столбика без накида. 2, 3. Дальше вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. В следующую петлю также вяжем прибавку, то есть 3 столбика без накида. И довязываем этот ряд, не довязывая, а довяжите 2 петли. Я провязала 23 столбика, и смотрите, у меня здесь осталось 2 столбика и воздушная петля подъема. Про нее мы не забываем. Поэтому вяжем 24 столбик, 25 пропускаем и в воздушную петлю подъема вяжем 25. То есть делаем убавку. Вот так. Вяжем воздушную петлю подъема. Здесь также, как и с этой стороны, вяжем не во второй столбик, как обычно, а в третий, то есть делаю убавку. Вот
Так. И так продолжаем вязать опять до 3 вот этих петель, в которые мы делаем прибавки. Итак, я довязала до наших прибавок. В первую из 3 я вяжу столбик 1, а во вторую вяжу 3 столбика без накида. Вообще вы можете просто отметить вот эту вторую петлю из 3 и не считать, просто всегда здесь делать прибавки. Далее продолжаем вязать до петель прибавок. Во вторую делаем также прибавку из 3 столбиков и довязываем этот ряд. И в конце также делаем убавку. То есть вот здесь вот на спинке мы увеличиваем количество петель, а внизу мы здесь уменьшаем. Вот я дошла до 3 петель. В первую вяжу просто столбик, во вторую вяжу прибавку. И довязываю этот ряд. И делаю здесь убавку точно так же, как сделала с этой стороны. То есть в конце пропускаю один столбик и вяжу столбик в петлю, воздушную петлю предыдущего ряда. Итак, я не довязала один столбик. Вот воздушная петля подъема. В нее я вяжу столбик без накида. Все. Опять вяжу воздушную петлю подъема, разворачиваю. Здесь начинаю не со второго, а с третьего столбика и вяжу до петель прибавок. В конце здесь делаю также убавку. Смотрите, мы сейчас провязали с вами 3 ряда. Давайте точно так же провяжем еще 3 ряда. То есть 1, 2, 3, сейчас 4, 5 и 6 еще нужно провязать. 6 рядов связано. Теперь необходимо удлинить спинку. Так как я закончила вязать в этом ряду, я разворачиваюсь, чтобы не нарушить рисунок. Находим наши вот эти 3 петли, вставляем крючок во вторую петлю и вяжем столбиками без накида. Воздушная петля подъема. Этот кончик нити сразу ввязываем в вязание. Вяжем до следующих 3 петель. Последнюю столбик мы провяжем во вторую петлю. Таким образом необходимо провязать 6 рядов. По крайней мере, я провяжу 6. Давайте свяжем их самостоятельно. Последний столбик будет во вторую петлю, воздушная петля подъема. Разворачивайтесь и вяжите в обратную сторону. Здесь не забывайте провязывать последний столбик в воздушную петлю подъема. Итак, давайте провяжем 6 рядов. Итак, я удлинила спинку, связала 6 рядов. Теперь сделаем обвязку белой нитью. Я присоединяюсь в самый уголочек, вот сюда. Вязать будем столбиками без накида. Также выводим нить, вяжем воздушную петлю подъема. Эту ниточку сразу ввязываем в вязание, и вот здесь в каждую петельку, не стягивая, вяжем столбики без накида. Обвяжем полностью вот так, потом здесь развернемся и сделаем, провяжем точно так же второй ряд. Я думаю, тут понятно, сложного ничего нет. Так. Секунду. Сюда я буду ввязывать уже ниточку синего цвета, чтобы спрятать кончик.
Вот так. И обвяжем так 2 ряда. Здесь в уголочках провязывайте по 2 столбика. Давайте обвяжем, закончим здесь в уголочек, развернемся, свяжем воздушную петлю подъема, развернемся и обвяжем в обратную сторону. Я закончила обвязку белой нитью. Вот так сейчас смотрится воротничок. Теперь я хочу сделать буквально один ряд красной нитью. Возможно, сделаю 2. Посмотрю, как смотрится с одним рядом. Давайте провяжем точно так же, как белой нитью, ряд красной пряжей. Присоединяемся также в уголочек. Вяжем воздушную петлю подъема и по столбикам также по одному столбику. Так, я закончила обвязку красным цветом, я провязала один ряд, ну, мне так достаточно. Сейчас я хочу сделать обвязку синим цветом по всему воротничку. Поворачиваем ее к себе лицом. Я присоединяться буду вот здесь, в районе шеи. И сделаю обвязку с помощью столбиков без накида. Воздушная петля подъема, ниточку сразу ввязываем, кончик и вяжем. Здесь в уголках можно сделать по одному столбику без накида, здесь обязательно 2. И так по всему периметру. Скрипит. В общем, давайте сделаем обвязку. Вот здесь вот так вот перейдем, здесь по столбикам также и закончим здесь. Итак, я закончила вязать свой воротничок. Что еще хочу сказать по поводу обвязки в последнем ряду. Я здесь в уголочках вязала по 3 столбика без накида. Также я его слегка отпарила и вставила ленточку. Ленточку я проделала через столбик без накида. В общем-то и все на сегодня. Спасибо всем, кто вязал вместе со мной. Хорошего вам настроения и до новых встреч!